Все вы уже слышали о проекте Nakama Card, ведь это крупнейший коллекционный бот карточек по различным вселенным, которые вы сейчас видите на экране. Моя геройская академия, как самый сложный и проработанный пак, готова затмить вас 450 красочными карточками персонажей и не только. Я вот наконец-то смог заполучить себе моих любимых девочек Урараку и Тогу, мистической редкости серьезного Деку, а также ВЗО, пускай хоть где-то ему будет место. Nakama Card это не только про коллекционирование, а еще и про соревнования с другими игроками, где ты сможешь заполучить себе карту противника. Поэтому если ты еще не выбил своего любимого персонажа, не теряй зря времени и переходи по ссылке в описании и закрепленном комментарии, не расстраивай всемогущего. Нана Шимура наконец-то лицезрела истинное и ужасное прошлое Тенка. Момент происхождения Томуры Шигараки, тьма Мидори, финальная точка причуды одного за всех и плохие новости насчет самого Деку. Глава получилась душераздирающей, Хорикоши точно оставит в живых главного героя. Но также напоминаю, что почитать свою любимую манху манхуа вы сможете на rimanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 417 глава манги моей геройской академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 417 главы. Как и предполагалось в предыдущем ролике по 416 главе героики, последняя атака Идзуку была ударным способом передачи причуды одного за всех. Видя, как противник нагромождает свою защиту, Деку вновь решает выложиться на полную и наносит удар, разрушающий внутренний барьер Шигараки путем передачи всех оставшихся у него факторов причуд. Я не могу в это поверить, но Мидори в очередной раз показывает, на что он готов пойти ради того, чтобы одолеть страшнейшего антагониста моей геройской академии. Этот удар был настолько мощным, что ответная ударная волна разбросала все части палечной брони, а также к черту сдула дрон Хацума, из-за чего все люди, затаив дыхание, наблюдавшие за этим сражением, были просто в недоумении и не понимали, что же произошло в момент атаки героя. Неистовая атака Идзуку достигла своей цели, нанося урон ударной передачи факторов прямо по основному телу Шигараки, наконец-то сумев разрушить его внутренний барьер. Вот только не все причуды смогли пробиться сквозь тушу врага. Одной из таких была Нана Шимура, которую вновь выбросила во внутреннее пространство одного за всех. Шимура пыталась окликнуть остальных товарищей, но ни Тошинори, ни Банджа, ни Брюса, ни даже Йоичи больше уже не было. Она была единственной, кого отвергнул Шигараки, поскольку сама ее душа была все еще полна сомнений и нерешительности, ведь Тенка для нее так и оставался дорогим внуком. Сам же Мидори оказался около того самого дома, где случилась трагическая смерть семьи Шимура. Не теряя времени, он хотел позвонить в звонок, но тут же перед ним появляется он сам, только в темном обличии, ибо именно таким его и воспринимал Томура, который и обращался к ГГ с помощью этого образа, задавая вопросы по типу, что Деку собирается делать, что вообще изменится, если он увидит его прошлое. Идзуку не имел четкого ответа, потому что он сам точно не знал, что ему следует делать. Однако, зайдя так далеко, Мидори не собирается останавливаться, извиняясь за то, что вторгается в его личное пространство. Вот только Шигараки это вовсе не понравилось, после чего, говоря «умри», на главного героя всю же секунду выехала исекайская фура, но он успевает уйти из-под ее колес, замечая, что его рюкзак порвался, зацепившись об фуру. А значит, что в этом бессознательном мире Томуры Деку имел физический облик. И если он здесь погибнет, тогда ему не удастся избежать смерти и в реальном мире. Нана же подтверждает его выводы, говоря, что все это было связано с тем, что Идзуку был обладателем одного за всех, которая сейчас вошла в резонанс с причудой
все за одного. А еще Шимура чувствовала себя виноватой, поскольку не смогла с остальными факторами нанести урон по душе противника. Но этому Деку даже обрадовался, ведь теперь он был не один, хотя и считал, что у него больше не осталось предшественников ОЗВ. Седьмой было приятно слышать его слова, вот только сейчас им нужно было поспешить, ибо перед ними стоял тот самый дом, с которого все и началось. Дом, в котором зародилась сущность Шигараки. И в данный момент это их единственная возможность попытаться нанести ему непоправимый урон и одержать победу в этом сражении. После чего Деку тут же кинулся ко входной двери. Вот только внезапно его останавливает воспоминание пятна, приставившего ему клинки к горлу. Затем пятно перевоплощается в Редестра, задав ему вопрос, какое бремя он несет и что он хочет воздвигнуть. Впоследствии чего данный образ меняется на Чисаки, поинтересовавшегося, был ли у него какой-нибудь план действий. Естественно, никакого плана не было, Деку просто отбросил все эти образы и мигом устремился к дому. Однако, открыв дверь, он лицезрел фотографию Котора и Наны Шимуры. Тот самый момент, когда Хана и Тенка втайне рассматривали фотографию своей бабушки, говоря: давай сохраним это в секрете от отца и станем героями. Увидев старое фото, седьмая не смогла сдержать слез от нахлынувших эмоций. Вот только войдя внутрь, ей была открыта ужасная правда, лицезрев, как ее сын Котора избивал Тенка, образ которого был темным и непроглядным. Такая картина невероятно сильно ранила ее чувства. Тяжело даже было представить, насколько была велика эта боль, будь я на ее месте. Мидория же, намереваясь помешать Котора, тут же направился к маленькому Тенка, но подойти он так и не смог, уперевшись в некий барьер, который представлял из себя волю Шигараки, всячески отвергающую вмешательство главного героя. Затем отец Томуры произносит еще более острые и ранящие слова, говоря, что их бабушка — это сущий демон во плоти, которая бросила свою семью и родного сына ради геройства. По его мнению, герои — это те люди, которые спасают других, в ту же очередь причиняя боль собственной семье. Подобные слова седьмой было чрезвычайно трудно принять, ведь она уже буквально рыдала. А вот только Шимура стала героем ради того, чтобы спасти множество жизней, и ушла именно из-за того, чтобы не подвергать их жизни опасности. Но для ее сына Котора это стало невыносимой травмой, которую он так и не смог оставить в прошлом. И эти душевные раны в итоге отразились и на ее внуке Тенка, из-за чего Нана начала винить себя в том, что не смогла одолеть ВЗО и вернуться к ним домой, говоря Котора, что ей очень жаль за то, что она оказалась настолько слабой. Мидория же, видя всю обстановку, не собирался останавливаться всего за один шаг к своей цели, а так как они были внутри сознания Шигараки, ему ничего не мешало применить ударную передачу причуды на барьере, после чего, переместив фактор Шимуры в руку, Деку нанес окончательный урон по душе противника, полностью уничтожив финальный барьер, добравшись наконец-то к Тенка. Вот только Нана Шимура, как и все предшественники одного за всех, была безвозвратно уничтожена. Но сия жертва смогла снять опоясывающую тьму с напуганного ребенка, открыв перед Мидорией тот самый момент с Тенка и песика. Ну что, ребятки, вот Деку и добрался к моменту, с которого все и началось. Хори вновь заставил меня пройти сквозь эти душераздирающие воспоминания, а видя то, как от раскрытия правды страдала Нана Шимура, мне становилось еще тяжелее, так как пришлось переводить эту главу и писать данный сценарий со слезами на глазах. Главный вопрос так это то, что сейчас собирается делать Деку, ибо в этом бессознательном мире Шигараки главный герой имеет физическое тело, и если воспоминания повторятся и Мидория попадет под распад, тогда ему будет очень тяжело выбраться живым. К тому же ГГ сейчас потерял все свои факторы причуд, и мне вот интересно, если он совершил передачу даже Йоичи, основополагающую причуды ОЗВ, останется ли у него хотя бы сверхчеловеческая сила, или же Деку снова стал беспричудным. К тому же теперь мне почему-то кажется, что жизнь Изуку действительно может оборваться. Да, это маловероятно, он ведь все-таки главный герой, да и все мы помним начало манги, где говорится, что Мидория станет величайшим героем. Однако, что если он станет тем самым величайшим героем посмертно? Что ж, будем тогда ожидать новую главу от Хорикоши. Посмотрим, что же теперь предпримет Деку, больше не имея причуд. И также не забывайте, что почитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев по поводу следующей роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.
Look at my hands are raw. Protect the charge. I'm dead to what the fuck? Look at my hands are raw.